Препод вуза. 4 вещи, которые бесят меня в моей профессии. Со школы я сознательно шла в науку. Хотела преподавать и, собственно, работать в высшем учебном заведении. Спойлер. Оказалось, преподаватель – это совсем не про науку. Но об этом чуть позже. Я закончила специалитет по государственному и муниципальному управлению, магистратуру по социологии, аспирантуру по социологии, защитила кандидатскую диссертацию, и сейчас, собственно, я кандидат наук с более чем 7-летним стажем преподавания в различных университетах. Я хочу сказать, что я преподавала в 4 различных вузах нашей страны в 3 регионах, от Центральной России до Дальнего Востока. Я построила карьеру от ассистента кафедры Казанского федерального университета до научного сотрудника Высшей школы экономики. И на этом пути я, конечно, многое повидала. Вот это поворот! Меня зовут Александра Салатова, и вы на канале «Кратко о социологии». Есть ряд вещей, которые меня, как преподавателя вуза, раздражают в моей же, собственно, профессии. Ну, я бы сказала, даже не сколько в профессии, а может быть даже в целом, во всей системе образования, которая у нас есть. Спойлер. И они не про нерадивых студентов. Итак, топ вещей, которые мне не нравятся. Кстати, про зарплаты мы тоже поговорим, так что не переключайтесь. Итак, начнем по возрастающей. 4 номер – обилие бумажной работы и культура красивого бумажного отчета. Преподавание – это не про то, как ты пришел, красиво рассказал и ушел. Огромная доля твоей работы, она заключается в производстве каких-то бумажек, производстве бумажной работы. Кстати, по мониторингу Высшей школы экономики, если ты хочешь, чтобы у тебя выросла зарплата, тебе нужно брать административную нагрузку, и тогда она у тебя, собственно, вырастет. А это, сами понимаете, различные отчеты, самообследования и прочие разные очень важные и нужные бумажки. По моим ощущениям, в вузах сложилась специфическая организационная культура. Часто культура процесса. Культура бумажного отчета, прошедшего 100 согласований. Все вопросы решаются крайне медленно. И к каждой бумажке, которая должна пройти все эти бесконечные согласования, нужно приделать ножки, которые будут ее из кабинета в кабинет переносить. Бюрократия, такая бюрократия, прямо по Максу Веберу. Номер 3. Аудиторная нагрузка. А как я уже сказала, препод – это не про науку. Средняя ставка преподавателя, того, который входит в вашу аудиторию, это 900 академических часов. Академический час – это 45 минут. Тот час, который мы все понимаем как час, это час астрономический, то есть 60 минут. Итак, если ставка 900 часов, то есть это примерно 675 обычных часов. Теперь поясним, что это значит. Давайте посчитаем. Одна пара – это 1,5 обычных астрономических часа. За учебный год препод, среднестатистический в сферическом вакууме, должен прочитать примерно 450 лекций. Да, в эти часы обычно включают время на прием экзамена или зачета, или проверку студенческих работ. Но, как правило, это небольшая часть вашего рабочего времени. Какие-то там доли часов иногда. Грубо прикинем и вычтем время на прием зачетов и тому подобную деятельность, которая в эти 900 часов включена. Итого, сферический преподаватель, работающий на одну ставку, должен прочитать примерно 400 лекций за год. Давайте посчитаем. В 2024 году примерно 300 рабочих дней. При 6-дневной рабочей неделе, а преподаватели часто работают именно 6-дневку, вычтем 56 дней отпуска. В него входят выходные, это примерно 8 штук, если я правильно посчитала. Остается 252 календарных дня, то есть средний препод читает примерно 1,5 лекции в день, 6 дней в неделю. Плюс проверка работ, экзаменов и все такое прочее. И да, к лекциям надо готовиться. Как правило, преподаватель читает не один курс, а сразу несколько. По данным, опять же, мониторинга Высшей школы экономики, ссылочку оставлю в описании, один преподаватель, среднестатистический российский, читает в среднем 6 различных дисциплин. Короче, несмотря на то, что у каждого преподавателя есть нагрузка в виде научной работы, заниматься ею приходится урывками и либо в дополнительное время, либо ты просто работаешь в 2 раза больше. Время вообще самый важный ресурс для любого преподавателя. Прошу вас занести время и дату в бортовой журнал. Если хочешь заниматься только наукой, есть различные опции. Можно работать просто, допустим, научным сотрудником
без или с минимальной лекционной нагрузкой. Есть еще треки для преподавателей, когда у тебя больше преподавательских часов и меньше научной работы, или наоборот. Я точно знаю, что такое есть в высшей школе экономики. Но тогда часть твоей нагрузки, если ты больше занимаешься наукой и меньше преподаешь, забирают другие преподаватели, которые идут, собственно, по преподавательскому треку. У них нагрузка может быть и 1100 часов в год. Чрезмерная аудиторная нагрузка на отечественных преподавателей вузов – это вообще не секрет, и не я это открыла. На эту тему проведено много исследований и много статей написано, например, как вот эти вот. Кстати, это не только характерно для России. Например, канадские преподаватели сообщают, что работают в среднем 48 часов в неделю. Такие данные дает ежегодный отчет Maclean's, а почти каждый 6-й преподаватель канадского вуза говорит, что работает даже больше 60 часов в неделю. То есть это такой человек, который пашет 10 часов в день, 6 дней в неделю. Кстати, нашла я также интересные данные о том, сколько преподавателей работают по выходным. Так вот, медианное значение – это 5 часов. Ну и если так работать, совмещая подготовку к лекциям, научную работу и прочую разную дополнительную административную работу, внимание, вопрос, а когда ты спишь и сколько ты спишь? Нашла интересные данные опроса в одном YouTube-комьюнити на 18 тысяч подписчиков, в основном по академической тематике. Так вот, там проводили опрос, он, конечно, не репрезентативный, но, как говорится, фан-факт. Так вот, среднестатистический преподаватель по данным этого опроса спит примерно 6 часов и меньше. Вот такая вот преподавательская жизнь. Второе место в моем персональном рейтинге того, что меня не устраивает в профессии преподавателя вуза. Небольшие зарплаты относительно индустрии. Индустрией принято называть все то, что не обучающие организации, не вузы. А относительно социологии, например, это могут быть различные частные государственные исследовательские организации, которые проводят, например, коммерческие исследования касательно маркетинга, рынка труда и, в общем, всякие разные нужные исследования. Это могут быть также еще исследовательские отделы в крупных компаниях. Например, сейчас исследовательские отделы по, допустим, опросу потребителей есть практически в каждом крупном уважающем себя ритейле. Вернемся к цифрам. С одной стороны, средняя зарплата преподавателя по стране 108 тысяч рублей, согласно данным Росстата. Вот они. С другой стороны, складывается она из суммы зарплат ректора, проректора, декана, ну и далее, доцента, преподавателя, профессора и, в общем, собственно, до самого последнего ассистента или лаборанта, который работает в вузе. А средний ректор в региональном вузе может спокойно получать 300-400 тысяч рублей. Проректора зарабатывают еще по 200-300 тысяч рублей. Ну и далее по убывающие деканы, профессора, и так мы доходим, собственно, до доцентов, преподавателей, ассистентов и самого последнего лаборанта. Получается, как в анекдоте. У Миши 10 яблок, у меня 0, в среднем у нас 5 яблок. Хорошая зарплата у среднего преподавателя, кандидата наук, а за кандидатскую степень, как правило, доплачивают. Это по сугубо моим личным ощущениям где-то в районе 50-60 тысяч рублей в среднем российском вузе, региональном. Конечно, в столичных вузах зарплаты могут быть совершенно другие. Кстати, некоторые вузы включают в эту статистику данные по зарплате до вычета налогов, до вычета 13%. Так что если от суммы 108 тысяч рублей отнять еще 13%, получается уже гораздо меньше, скажем так, приближение к реальности. Как и во всем мире, опять же, если вы хотите карьеру и высокие зарплаты, это, как правило, не про науку, не про преподавание в вузе. Даже в России только каждый 6-й житель считает работу в сфере образования престижной. И да, я в курсе, что престиж – это не только про деньги. Как итог, молодежи не хочется вкладывать колоссальные усилия в написание и защиту кандидатской диссертации, а это огромные и временные, и ментальные затраты, и идти работать после всего этого в вуз. Еще отсюда же вытекает то, что в вузе мало классных практиков. Вообще редкий успешный практик, работающий в индустрии, хочет идти в вуз и читать там свои лекции в среднем что-то за 1100 рублей за лекцию, по 550 рублей за академический час, чтобы учить студентов свое свободное от основной работы время. Эти люди, они есть, им честь и хвала, снимаю перед ними шляпу. Но их немного. Итак, первое место в моем персональном рейтинге того, что мне не нравится в профессии препода вуза, это научный или академический инбридинг. Сейчас поясню, что это означает.
давайте я кратко опишу довольно распространенную карьерную траекторию современного, опять же, сферического преподавателя в сферическом вакууме. Он поступил в вуз студентом, закончил бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, защитился и пришел на кафедру, ту же самую кафедру, которую выпустила, преподавать. Он преподавал в этом вузе, на этой же кафедре, которую выпустила, и вышел на пенсию из того же вуза. Фактически, это человек, который ничего, кроме вот этого конкретного вуза, в жизни своей не видел. Это пугает. Фактически, это человек, который за воротами вуза никогда не был, в плане трудовой деятельности. Все, что он видел, это вот этот конкретный вуз. Он не погружался в другие академические традиции, не работал в других вузах, не знает, как устроена другая научная организация. Несправедливо. Он такой взрослый студент. Хорошо ли это? Конечно же, нет. Ничего плохого нет в чисто академической карьере, но должна быть научная мобильность, когда вчерашние аспиранты ездят на пару лет поработать в другие вузы, приобщаются к другим академическим традициям, узнают что-то новое на практике. Однако программа постдоков, например, которая позволяет молодым преподавателям преподавать и работать в других вузах, есть только в паре отечественных вузах. А научная мобильность – это что-то из области фантастики. Это чудеса. Инбридинг плох тем, что иногда он может перейти в застой, когда ничего новое не проникает в устоявшийся коллектив, а коллектив занят только самосохранением. Это ужасно. Это негативные моменты, которые есть во всех профессиях. Надо для справедливости пояснить, что сегодня мы очень сильно обобщили. Преподаватель вуза – это такое общее наименование. Но вернемся ко мне. Я пришла в науку не из-за этих негативных моментов. Часть из них я стараюсь преодолевать на своем опыте. Подрабатываю в индустрии, работаю в различных научных коллективах и направлениях, стараюсь больше заниматься наукой. А еще меня держат в профессии позитивные моменты, ради которых, собственно, я и пришла. Но об этом в другой раз.